Если у вас есть свой сайт и вы хотите понять, как привлекать на свой сайт больше трафика из Инстаграма и Фейсбука бесплатно или с помощью таргетированной рекламы, то это видео для вас. Я с вами поделюсь разными способами, как привлекать трафик на свой сайт из социальных сетей, где люди проводят очень много времени. Меня зовут Галина Горбань, я более 7 лет настраиваю таргетированную рекламу, занимаюсь продвижением в социальных сетях, а также более 11 лет я вообще занимаюсь текстами и сайтами. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос по рекламе, либо по продвижению в социальных сетях, то вы можете записаться ко мне на консультацию. А также у меня есть курс, который называется «Рост и продажи через таргет» для тех, кто хочет освоить все инструменты рекламы в социальных сетях и продвигать свой сайт или свой блог в Инстаграм. А сейчас давайте рассмотрим 4 способа, как рекламировать свой сайт в Инстаграм. Но для начала я хочу вам показать, как не нужно делать. Первая, самая большая ошибка, которую многие допускают, это когда вы пишете пост в Инстаграм и в посте пытаетесь выложить свою ссылочку. К сожалению, такая ссылочка не кликабельная, то есть невозможно на нее нажать и перейти на ваш сайт. И никто не будет сидеть и переписывать все буквы, чтобы зайти на ваш сайт. Особенно, когда вы хотите вставить ссылку не на главную страницу, а на какой-то раздел сайта, и там просто огромнейшая ссылка, на которую никто никогда не сможет нажать. И что еще хуже, ссылка в Инстаграм, она не копируется. Для того, чтобы человек мог скопировать эту ссылку, он должен зайти с компьютера на ваш пост, увидеть ваш пост с компьютера, но Инстаграм все-таки это социальная сеть больше для телефонов, чем для компьютеров. Люди в основном с телефона сидят в Инстаграме. Поэтому это очень неудобно, никто не будет копировать вашу ссылку, никто не сможет на нее нажать и, соответственно, никто не сможет перейти на ваш сайт. Поэтому этот метод не работает. Инстаграм сделал специальные функции, которые как раз предназначены для сайтов, которые кликабельные, поэтому именно их стоит использовать. Первая функция — это просто очень классно сделан Инстаграм. Это реально крутое обновление, что можно теперь вставлять не одну ссылку, а целых 5 ссылок на ваш сайт. То есть вы можете 5 ссылок выбрать, их подписать и все эти ссылочки разместить в шапке профиля. И сейчас я вам покажу, как это можно сделать в вашем профиле. Вам нужно нажать «Редактировать профиль». После этого вы здесь увидите слово «ссылки». Нажимаете на ссылки и на кнопочку «Добавить внешнюю ссылку». У меня уже добавлено 5 ссылочек, поэтому я не могу добавить еще одну. Все ссылочки можно редактировать и можно подписать заголовок. Также каждую ссылочку можно удалить и поменять, например, на какую-то другую, если вдруг вы передумали. Учитывайте, что вы по порядку их располагаете, ссылочки, и самая верхняя будет видна вот в вашем профиле вот именно вот так вот, как ссылочка, а также еще 4, если вы добавили всего 5 ссылок. То есть человек, когда нажимает, он видит все ссылочки и, соответственно, может уже выбрать, на какую из этих ссылок ему нажать. Второй способ, как можно добавить ссылку в Инстаграм, это когда вы создаете сторис, то есть вы заходите в истории, нажимаете на картинку какую-то, выбираете, это может быть картинка, например, вашего товара. После этого вы нажимаете на ссылку, добавляете здесь ссылку, и когда вы добавили ссылку, вы можете даже сделать какую-то подпись, например, подробнее тут, или смотрите здесь, или каталог, то есть вы можете персонализировать текст стикера, который будет высвечиваться на вашей ссылочке. Ну вот, например, я вставляю ссылку и пишу здесь, например, отзывы. Тут. Нажимаю «Готово». И вот у меня вот такой вот есть стикер, который я могу поменять его расположение, поменять его размер. И вот такая ссылочка будет показываться людям в сторис. Сторис видны людям 24 часа, это нужно учитывать. И человек может при нажатии на эту ссылочку перейти на ваш сайт. Либо можно делать переходы на ваш Telegram, можно делать переходы на ваш другой блог в Instagram. То есть здесь можно использовать любую ссылку, не только ссылку вашего сайта. Третий способ — это делайте призывы к действию. Например, когда вы пишете пост, вы делаете отсылку в шапку профиля, где у вас размещено 5 ссылочек. Либо вы делаете пост, делаете отсылку, что
все у вас это в сторис, которая действует 24 часа. Например, вы выложили ссылочку в сторис на какие-то акционные товары, там скидка действует 24 часа. Вы написали пост, сказали, смотрите в сторис, я выложила активную ссылку, и, соответственно, люди переходят и сразу переходят на ваш сайт. Поэтому не забывайте делать призывы к действию, не нужно писать в посте саму ссылочку, нужно отправить людей из поста либо к вам в сторис, если вы выложили и закрепили там ссылочку, либо отправить шапку профиля, где человек может нажать на одну из 5 ссылок. И четвертый, последний способ – это платная реклама в Instagram, когда вы можете настроить рекламу, например, какой-то публикации. Вот я беру рекламу своего курса, нажимаю «Продвигать публикацию», и здесь мне Instagram предлагает несколько вариантов: посетить профиль, посетить сайт, отправить сообщение. Я выбираю «Посетить сайт», здесь нажимаю «Редактировать», и здесь высвечивается самая первая ссылка. У меня это бот моей школы таргета высветила здесь, но если у меня должна реклама идти на сайт, то, соответственно, здесь я уже вписываю адрес своего сайта. После этого я выбираю призыв к действию, кнопочку, нажимаю «Готово» и продолжаю настройку рекламы. Реклама – это вообще шикарная возможность вести трафик на сайт из социальных сетей, и, к сожалению, немногие этот метод используют, немногие владельцы сайтов, так как привыкли делать рекламу в Гугле, но реклама в социальных сетях, в Instagram и Facebook, она в разы просто дешевле, чем контекстная реклама в Гугле. Поэтому, если у вас есть сайт и вы хотите его продвигать, чтобы люди узнавали о вас, то вы можете использовать рекламу в Instagram для того, чтобы люди переходили не в ваш блог, например, когда вы не собираетесь заниматься продвижением в социальных сетях и вести регулярно Instagram или Facebook, но вы хотите, чтобы люди из социальных сетей переходили на ваш сайт, то тогда хороший способ – это использовать рекламу. Я вам показала способ, когда мы используем публикацию в Инстаграме, но также вести на сайт можно, если мы настраиваем рекламу через Ads Manager. Этому я тоже обучаю на курсе. Тогда вам не нужно публиковать какой-то пост в Инстаграме или в Фейсбуке. Вы можете просто создать страничку Инстаграм, создать страничку Facebook. Главное, чтобы у вас были эти странички. И настраивать рекламу, вести на ваш сайт непосредственно через рекламные инструменты, которые предложила компания Meta, вести трафик из социальных сетей на ваш сайт. То есть люди, которые пользуются Инстаграмом или Фейсбуком, они будут видеть вашу рекламу и сразу переходить на ваш сайт, а не на ваш блог. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш сайт посещало как можно больше людей, то используйте вот эти инструменты от Инстаграма, а также используйте платную рекламу. Конечно, не рассчитывайте на метод тыка, потому что можно очень долго идти к тому, чтобы реклама наконец-то заработала. Лучше пройти обучение, узнать все возможности, как настраивать рекламу на сайт, потому что если взять профессиональную настройку, которую может освоить каждый предприниматель, и вести рекламу на сайт через Ads Manager, через рекламный инструмент Facebook, то можно даже отслеживать конверсии, отслеживать регистрации, отслеживать покупки, которые были совершены на вашем сайте после рекламы, которая показывалась в социальных сетях, в Инстаграме и в Фейсбуке. Поэтому ссылки я на предзапись, на обучение на курсе оставляю под этим видео. Также у меня вы можете заказать консультацию. А если у вас есть какие-то просто вопросы, у вас такой небольшой вопрос, на который я могу быстро ответить, то пишите его под видео или мне в Инстаграм.